Привет, армия. Недавно участники группы поделились в фандоме довольно шокирующими новостями. Среди них был один момент, особенно отражающий реакцию Чингука. Отдыхая на пляже, он снимал остальных участников, увлеченных своими телефонами. Тэхён, стоявший рядом с Джином, начал дружелюбно с ним играть. Они непринужденно рассмеялись, и именно в этот момент выражение лица Чингука слегка изменилось. Его лицо, до этого сиявшее веселой улыбкой, словно напряглось. Взгляд стал серьезнее, как будто его что-то беспокоило, хотя он и пытался скрыть свою ревность. У Чингука очень четкая манера выражать свои чувства к Тэхёну, его реакции обычно легко читаются, и этот не стал исключением. По мере съемки можно было заметить, как его первоначальная улыбка постепенно исчезала. Он старался сохранять спокойствие, но особая связь, которую он разделяет с Тэхёном, заставляет его реагировать на определенные ситуации очень искренне. В этом случае он не выглядел расстроенным игривостью Тэхёна и Джина. Скорее, он казался ревнивым. Здесь бросается в глаза не просто ревнивая реакция, это сама природа их связи. Чингук неоднократно показывал, что глубоко ценит свои отношения с Тэхёном. Дело не в собственничестве, дело в самой природе этих связей. Это любовь, которая выходит за рамки поверхностного. Он не против того, чтобы Тэхён проводил время с другими участниками группы, но когда дело доходит до привязанности, кажется, что часть Чингука не хочет выражать свои чувства, и это понятно, потому что, когда что-то настоящее, такие эмоции трудно скрыть. Видеть их снова вместе, наслаждающихся морем и отдыхающих, было радостью для всех нас. Мы знаем, как усердно они работали в последнее время, особенно над своими индивидуальными проектами. Чингук, например, занят продюсированием своего последнего альбома, и неудивительно, что некоторые из его текстов могут быть адресованы, прямо или косвенно, Тэхёну. Он всегда использовал музыку как способ выразить свои чувства, и для тех, кто внимательно следит за Тэхёном, эти знаки не остаются незамеченными. Чингук последователен в этих жестах, будь то словами, взглядами или молчанием, он оставляет следы, указывающие на то, что его отношения с Тэхёном – это больше, чем просто дружба. Хотя они никогда открыто не говорят о природе своих отношений, в их взаимодействии есть что-то такое, что многие понимают без дополнительных доказательств. Мы, фанаты, обращаем внимание не только на их музыкальные проекты, но и на те маленькие знаки, которые со временем сплелись в крепкую историю между ними. В последнее время много говорят о некоторых моментах между Тэхёном и Чингуком, которые были запечатлены на публике. Одним из самых обсуждаемых моментов был момент, когда Тэхёна увидели сидящим на коленях у Чингука в самолете. Некоторые утверждали, что он сделал это, потому что в каюте было недостаточно места, в то время как другие начали делать похожие комментарии о сцене в спортзале, где они оба также тренировались вместе. Подобные наблюдения, как правило, повторяются, особенно теми, кто не рассматривает их близость положительно. Всегда есть попытка оправдать или преуменьшить любое взаимодействие между ними, как будто нужно оправдание, не связанное с привязанностью или эмоциональной связью. Но реальность другая, и так было долгое время. Чингук неоднократно показывал, что ему нравится быть рядом с Тэхёном, это не ново, и это не основано только на недавних публичных выступлениях. Некоторые говорили в прошлом, что Чингук предпочитает быть с Чимином. Это был признак того, что между ним и Тэхёном не было сильной связи. Однако время доказало, что это неправда. Чингук и Тэхён провели более 2 месяцев, тренируясь вместе, конфиденциально, без необходимости в огласке. Это показывает нечто важное. Они не ищут подтверждения в социальных сетях и не чувствуют необходимости постоянно хвастаться тем, что делают или с кем проводят время. Примечательно, что их отношения развивались со временем, им не нужны были вещественные доказательства, они не обязаны публиковать фотографии или видео, чтобы подтвердить, чем они делятся, и это гораздо более значимо, чем просто посты. Они решили продолжать проводить время вместе, репетировать, путешествовать и выступать бок о бок, когда им действительно этого хотелось. Не было никакого внешнего давления, заставляющего их действовать определенным образом, чтобы убедить других. Несмотря на слухи, теории или даже смонтированные видео, подкрепляющие ту или иную версию, то, что неизменно наблюдалось в большинстве распространяемого контента, было совершенно очевидно. Тэхён и Чингук продолжали казаться близкими, как и всегда. Как бы ни пытались комментаторы преуменьшить это, правда кроется в фактах, и эти факты свидетельствуют о давних отношениях.
Для многих это подтверждало подлинность их отношений, им не нужно было соответствовать традиционным стандартам публичных отношений, важно было то, что они выбирали друг друга снова и снова, независимо от контекста. Эта связь могла быть неприятной для тех, кто не хотел видеть их подлинную близость, но отрицание очевидного не делает ее менее реальной. Пока некоторые продолжали ждать постоянных постов или прямых заявлений, подтверждающих очевидное, Тэхён и Чингук продолжали свой путь, управляя своей связью так, как сами выбирали. Дело было не в том, чтобы кого-то убеждать, дело было в том, чтобы оставаться верными тому, что они построили. В конечном счете, это, кажется, самое ценное – отношения, основанные на выборе и постоянстве, а не на открытости. У Тэхёна и Чингука есть свой подход друг к другу, выходящий за рамки обыденности. Это не просто общий взгляд или жест, между ними есть связь, которая ощущается реальной, даже когда они ничего не говорят. Это их собственный язык, не требующий слов. Когда они вместе, все в их общении выражает доверие, общую заботу и чувство сопричастности, невиданное у остальных участников группы. Они держатся за руки без видимой причины, они делают друг другу массаж без просьб, они находят друг друга посреди хаоса, и часто кажется, что один из них знает, что нужно другому, без объяснений. Такие отношения встречаются нечасто, то, что происходит между ними, непринужденно и незапланировано, это естественно, почти инстинктивно. Самое поразительное, что это происходит как перед камерой, так и в более интимные моменты, когда никто не должен смотреть. Есть закулисные кадры, прямо перед концертом, где отчетливо видно, как один из них тянется к другому, чтобы успокоить, подбодрить или просто быть рядом. Чингук, например, не раз опирался на Тэхёна, и наоборот. Это заметно потому, как они разговаривают друг с другом, как они касаются плеч друг друга, тон голоса, которым они пользуются, когда остаются наедине, или как они расслабляются друг с другом. Что делает эти отношения еще более выдающимися, так это их постоянство. Они не ищут внимания, им не нужно постоянно публиковать совместные фотографии или отправлять сообщения, чтобы доказать, что они все еще связаны. Они просто решают оставаться в жизни друг друга. Они репетируют вместе, путешествуют вместе, посещают мероприятия и сидят рядом друг с другом, не дожидаясь приглашений. И это ценнее любой фотографии в социальных сетях. Это показывает прочную связь, выстроенную со временем, без необходимости объяснений или доказательств. Нет никаких обязательств доказывать, что они чувствуют или кто они. Никто не заставляет их вести себя определенным образом, и они не пытаются никого убедить. То, что их объединяет, остается сильным, потому что они оба хотят, чтобы это было так. Хотя многие пытаются навесить на это ярлык, правда в том, что это не нуждается в классификации. Некоторые используют термин «тикук», другие предпочитают называть это джикук, но за именами и теориями самое важное – это то, что вы видите, подлинную связь, ту, которая не следует сценарию или чьим-либо ожиданиям. На бесчисленных кадрах, будь то интервью, концерты или случайные моменты, вы можете увидеть, как они реагируют друг на друга почти автоматически. Если Чингук делает шаг, Тэхён, кажется, следует за ним, не задумываясь. Если Тэхён протягивает руку, Чингук принимает ее так, как будто это самая естественная вещь в мире. Нет никакой паузы, никаких колебаний, это небольшой жест, но полный намерения. И самое странное, что это не меняется даже под взглядами сотен людей или даже когда они находятся вместе, требующим определенных формальностей, они остаются собой, непринужденно, без масок. Они словно делят свое пространство, где внешние вещи больше не имеют значения, тихое, интимное место, которое создается каждый раз, когда они вместе. В мире развлечений, где почти все расписано и где отношения, как правило, показывают только тогда, когда есть время, видеть подобное поистине поразительно. Потому что то, что есть у Тэхёна и Чингука, словно вырывается из этой колеи. Они не играют роли, не играют на камеру, их близость не ограничена временем или местом, она вечна, она сохраняется со временем, и она продолжает расти без всяких объяснений. Wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness.